Друзья, по каждой провинции. Я думаю, что информация будет полезна, ну, как минимум. Смотрим первый слайд. Здесь достаточно много цифр. Давайте очень подробно расскажу, как читать данную информацию. Ну, во-первых, вы видите провинции, которые мы сегодня будем обсуждать. Это провинция Никосия, провинция Пафос, провинция, значит, что это, Лимассол у нас, провинция Ларнака и небольшая часть провинции Фамагуста. В каждую провинцию, друзья, входит достаточно много крупных населенных городов, муниципалитетов. То есть сегодня мы обобщенные данные берем. Итак, на первом слайде мы с вами разберемся со структурой рынка недвижимости, сколько людей проживает в той или иной провинции, какое количество сооружений эксплуатируется. Здесь будут и дома, и многоквартирные квартиры, ну и отдельно стоящие дома. И также, друзья, я познакомлю вас с уникальным контентом. Это статистические данные, количество объектов жилой недвижимости, которые были выставлены в течение года. Период сравнения февраль 2025 год с февралем 2026 года. И вот потом мы вспомним закон, так сказать, спроса и предложения и посмотрим, как все вот эти внутренние показатели влияют на рынок недвижимости, а точнее на ценообразование. Поэтому, друзья, я думаю, что будет увлекательно, ну и полезно послушать данную информацию. Начинаем, друзья, с провинции Никосия. Единственный город, наверное, единственный, может быть, нет, который разделен, это столица Южного Кипра, разделен на две части. Вот это называется, никак не могу выучить, слушайте, ну, ну, короче, линия разделения, да, вот не выговаривается как-то у меня она. Линия разделения, и эта линия разделения проходит в том числе по Никосии. Итак, давайте обобщенные данные поговорим, какие внутренние факторы влияют на состояние рынка. Это очень важно знать. Итак, друзья, в структуре обслуживающих структура рынка жилой недвижимости мы видим отдельно стоящие дома. Всего это 84 898 отдельно стоящих домов. Это официальная статистика, вы можете найти на сайте Евростата. Дальше, друзья, апартаменты в многоквартирных домах. Я не случайно даю две вот эти, как бы два этих показателя. Они очень важны. Мы видим, что апартаменты это 78 тысяч 32 две квартиры эксплуатируется всего. Общее число, вот здесь видим красным таким, я подчеркиваю это, эксплуатируется жилой недвижимости в провинции Никосия 162 2930. Это здания, сооружения, в которых находятся как и однокомнатные квартиры, вернее дома, так и дома, которых много квартир. Дальше, друзья, население 350 тысяч, пожалуй, это, наверное, самая большая провинция. Да, наверное, самая большая провинция. 350 тысяч 135 это население на 2024 год. Естественно, постоянно проживающие в данной провинции. Ну и вот здесь, друзья, уникальна эта информация, которую я вам говорил. Это количество выставленных здесь и домовладения отдельно стоящие, и, естественно, квартиры в многоквартирных домах. Мы видим, что было выставлено за год всего 32 289 квартир. Ну, много ли это? Мало. Давайте посмотрим в сравнении с вот, общим количеством эксплуатируемого жилья в провинции. Да? 162 тысячи, а это 32. Ну, сколько это? Сейчас давайте посчитаем. 16, ну, 20%, да? То есть 20%, да, не ошибся. Не ошибся. 20% это квартир и домовладений, которые выставляются для продажи. Друзья, в принципе, я знаю это по Украине. Мы готовили достаточно серьезные исследования на эту тему, что если в городе крупном продается ну, порядка 20,
объект, 20% от общей структуры недвижимости, которая эксплуатируется, то это в принципе нормальное явление. Если продается больше 20%, то это уже не аномалия, ненормальное явление, и, соответственно, данная ситуация очень сильно влияет на стоимость недвижимости в том или ином городе. Но в данном случае это нормальная ситуация, мы потом посмотрим стоимостные показатели. Хотя можем сразу же посмотреть, давайте, да, чтобы не возвращаться. Смотрим, что произошло у нас в целом в провинции Никосия. Вот здесь видим новое жилье. Это 2900, сколько тут у нас? 2975 евро стоимость квадратного метра. Новое жилье, что показало снижение за месяц минус 0,17%. Старое жилье, видим, 2016 евро за квадратный метр, что показало динамику роста плюс 0,21%. Дальше, друзья, смотрим, что произошло. Да, кстати, вот эти данные вы можете посмотреть также на таблице. Я их продублировал, карта и таблица, как угодно будет смотреть. Дальше идем, друзья. Провинция Фомагуста или оставшаяся часть под контролем южной части Кипра. Это самая маленькая провинция. Давайте посмотрим показатели, внутренние такие характеристики. Домовладения отдельно стоящие 22 202 дома. Да? Апартаменты в многоквартирных домах это 17 913 объектов жилой недвижимости в многоквартирных домах. То есть мы видим, что все-таки преобладает в Фомагусте частная застройка, домовладения, аутентичные, греческие. И как в Никосии здесь тоже видим, преобладает больше частные дома. То есть греки больше любят жить в частных домах, собственно говоря, неудивительно. Я, кстати, тоже живу в таком же примерно частном домовладении. Дальше, друзья, смотрим общее количество эксплуатируемого жилья 40 115 единиц. Количество людей проживают, которые в данной провинции, видите, 54 318. Это самая маленькая провинция. И количество квартир, выставленных и домовладений за один год, напоминал, период сравнения у нас был февраль 2025 с февралем 2026 годом, сравниваю, это 16 078 объектов жилой недвижимости, что, друзья, если мы посмотрим, ну, составляет уже больше 20%, вы это видите, да? То есть это, ну, как бы тревожный уже сигнал, то есть выставляется на продажу объектов жилой недвижимости больше 20%, это будет, повлечет за собой как минимум корректировку стоимости квадратного метра, конечно же, не в стоимость, не в сторону увеличения. Итак, смотрим, здесь общая выборка, апартаменты новые и старые. Всего средняя стоимость по провинции 2750 евро, что показало нам динамику снижения. Помните, я вам говорил, да, о законе спроса и предложения, и потом более его расшифрую подробно уже в конце, когда будем подводить итоги. Видим за месяц снижение минус 0,18%. Следующее, друзья, у нас провинция, это провинция Лар-Накос, где отдельно стоящие дома, которые эксплуатируются, составляют 45 024 домовладения. Квартиры, которые в многоквартирных домах, составляют 36 857 объектов жилой недвижимости. Также видим, что в Ларнаке все-таки преобладает частный сектор, и это очень хорошо. Почему? Потому что, ну, теряется аутентичность всех вот этих старых улочек, когда начинают на них строить там какие-то четырехэтажные, там пятиэтажные жилищные комплексы. То есть, ну, мне это не нравится точно, я не знаю, там, как грекам, киприотам, но судя по тому, что по структуре все-таки преобладают частные домовладения. Всего объектов жилой недвижимости эксплуатируется 81 881 объект жилой недвижимости. Население, друзья, 165 500.
И вот здесь, внимание, информация о количестве выставленного на продажу жилья соответствует 35 312 объектов жилой недвижимости. Ну, сравнивая с жилым фондом, друзья, что мы опять видим? Что больше 20%, как крути не крути, больше 20% выставляется на продажу недвижимости. А это значит, что будет корректировка по стоимости. Ну, я так предполагаю. Давайте посмотрим, сколько новое жилье стоит в целом по провинции. Это 2300 евро. Снижение за месяц минус 0,01%. Старое жилье 1936 евро. И рост здесь незначительный, плюс 0,05%. Дальше, друзья, смотрим провинция Лимассол. Давайте посмотрим, что же характеризует, какие внутренние показатели рынка и структура недвижимости. Отдельно стоящие домовладения 69 582 домовладения. Квартиры в многоквартирных домах 62 699. Друзья, вот здесь внимание. Мы видим, что новое жилье или многоквартирные дома практически сравнялись с аутентичным жильем. Это отдельно стоящие дома, которые преобладают в провинции Никосия, провинции Фамагуста, провинции Ларнака. А вот Лимассол, он практически показывает нам одинаковое количество как отдельно жилых домов, так и квартир в многоквартирных домах. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что облик города меняется кардинальным образом. То есть город застраивается многоквартирными домами. Ну, как бы хорошо это плохо мне не судить, я не являюсь архитектором, да, но это, друзья, влечет за собой, в общем-то, ну, как я предполагаю, кардинальное изменение вот этого визуального шарма города, который, собственно, существовал огромное количество лет. Плохо это, нехорошо, я не сужу. Но вот факт такой констатирую. Всего эксплуатируется жилья 132 2280 объектов. И что, друзья, количество населения здесь 262 157 157 человек проживает, это постоянные жители Лимассола. Ну, понятно, что туристы здесь или временно проживающие сюда в эту статистику не попадают. То есть Лимассол, друзья, что мы можем констатировать? Является одним из самых населенных провинций южной части Кипра. Ну, на первом месте разве что 350 тысяч, видим, это епархия Никосия. То есть здесь больше живет людей. Дальше смотрим, сколько квартир было выставлено для продажи. 76 793 объекта жилой недвижимости, друзья. И здесь, что, внимание, посмотрите, это больше, друзья, 50% получается. Больше 50% недвижимости продается, уже сейчас продается. В течение года выставлялось на продажу, было зафиксировано программным обеспечением Olymp News, на которое у меня есть, друзья, и патент, и авторское право. Все это оформлено в Украине, и найти все эти данные можно, естественно, в сети интернет. Это тревожная ситуация для компаний-застройщиков. Почему? Потому что не может быть, чтобы половина эксплуатируемого жилья выставлялась для продажи. То есть понятно, что это спекулятивное жилье, которое строилось на первичном рынке с целью перепродать дороже, ну и получить, в общем-то, определенную прибыль. Я так думаю, что рынок недвижимости насыщен города Лимассола и стоит вот на грани, так сказать, еще чуть-чуть, и мы увидим что-то, да, ну, сами догадайтесь, что. Дальше, новое жилье стоит 3798 евро, что показывает нам динамику роста за месяц плюс 0,07%. Старое жилье
стоит 3687 евро, и снижение за месяц минус 0,14%. Переходим, друзья, к последнему, так сказать, это у нас пятая, да, провинция, провинция Пафос, это там, где я проживаю. И здесь, друзья, ну, здесь ситуация тоже очень, так сказать, как оно, нестандартная, назовем так. Ну, во-первых, смотрим, сколько отдельно стоящих домовладений эксплуатируется в провинции. Напомню, провинция Пафос – это и город Пафос, и город Пея, и город Полис, и город Гераскипу, и еще много-много населенных пунктов или даже агломерации населенных пунктов, которые входят в провинцию. Я вам даю официальную статистику. Итак, отдельно стоящие дома, друзья, 38 125 объектов жилой недвижимости. Многоквартирные дома, квартиры 36 213 объектов жилой недвижимости. Всего, друзья, мы видим общее количество жилья эксплуатируется так сказать, эксплуатируется, да, почему? Да, 74 338 объектов жилой недвижимости. И вот здесь, друзья, смотрите, ну, возможно, ошибка с моей стороны, хотя я перепроверял и, в общем-то, убирал то, ну, вот там есть такое понятие, когда повторяющиеся объекты, да, но тревожная цифра, количество выставляемого недвижимости за год составило 35 599, что, в общем-то, ну, мы видим 50% практически жилья продается, как и в Лимассоле. Количество населения, проживающего в Пафосе, 101 106 человек. И вот смотрите, что мы видим с стоимостью. Новое жилье 2043 евро за квадратный метр, за месяц рост 0,36%. А вот старое жилье показало нам 2172 евро стоимость квадратного метра и за месяц снижение минус 0,07%. Давайте перейдем к следующему слайду. Вы также можете посмотреть все те же данные, которые я вам зачитал вот в данной таблице.